Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу рассказать о трех способах посадки рассады огурцов. Один из этих трех способов наверняка все из вас знают и применяют в своей практике. А это способ прямой высадки рассады в грунт. То есть берем рассаду, высаживаем в грунт, ничего здесь сложного нет. Я показывал недавно на своем канале, как мы это делали, высаживали рассаду вот этих огурчиков в своем отапливаемом рассаднике. Но на данный момент вот эта рассада, высаженная нами несколько дней тому, выглядит вот так. Друзья, мы высаживали два ряда. Но затем один ряд мы взяли, выкопали и пересадили в мешки. Почему мы это сделали? Да потому что растения должны получать тепло из почвы. Мы рассчитывали на то, что погода будет улучшаться и почва в рассаднике прогреется. А у нас, кстати, нет подземного отопления почвы, поэтому мы рассчитывали на улучшение погоды. Но улучшение погоды не произошло, почва осталась холодной, и растения, посмотрите, как они себя чувствуют. А чувствуют они себя не очень хорошо, а точнее весьма даже неприглядно. Они остановились в росте, и вот сейчас у нас время приближается к обеду. Смотрите, как выглядит рассада. Вот, растение полито, но оно не восстановилось. Тургор не восстановился, корень не работает в холодной почве, корень работает не на полную силу, а в рассаднике сейчас под обедом тепло, листья начали дыхание, процессы транспирации растениям запущены, то есть испарение пошло с листьев, а влага, которая испарилась, не восполняется, потому что корневая система в холодной почве работать не хочет. Поэтому вот под обед у нас растения вяленько так и выглядят, несмотря на то, что они политы. Сколько бы мы их ни поливали, они восстановятся только лишь через некоторое время, когда от солнышка днем вот почва в прикорневой зоне прогреется. Ну, о каком качественном развитии этой рассады в таких условиях выращивания можно говорить? Если бы почва сейчас прогрелась, то эти огурчики рванули быстренько бы развиваться. Но давайте с этими закончим. Я думаю, все понятно, почему мы не рассчитываем с этих огурцов получить раннюю продукцию. И почему, теперь давайте посмотрим, друзья, мы пересадили один рядок вот в такие мешки. Смотрите, рассада одна и та же. То есть высаживалась она в один день, да? И вот спустя неделю после того, как мы пересадили вот эти огурцы в мешки, и как вот эти продолжили развиваться у нас в почве. Друзья, видите разницу? Ну, я думаю, сейчас это видно как никогда наглядно, а со временем разница, некоторое время будет еще более только ощутимой. И только лишь когда почва прогреется, и вот эти растения получат импульс для своего развития, вот тогда они, возможно, догонят растения, которые выращиваем мы в мешках. Итак, как мы пересадили в мешки? Друзья, это обычный пакет, с которым многие люди ходят в магазин. Объем этого пакета порядка 7-8 литров, заполненный почвой. Почву приготавливали самостоятельно. 1-1-1 здесь торф, перегной, чернозем и песок. Все это перетрушивали и наполнили вот эти пакеты. Замульчировали хвойным опадом, чтобы влага не испарялась от солнца и чтобы почва не уплотнялась при поливах. Полив мы проводим вручную. И такой вопрос, я уверен, зададут многие зрители. У нас нет донышка здесь. То есть почва в пакете свободно сообщается с почвой, с основной почвой. То есть корень пока сейчас будет развиваться вот в этом пакете. Он никогда не пойдет в холодную почву. А почва в пакете теплее за счет того, что пакет со всех сторон обогревается воздухом. Воздух имеет в среднем температуру, среднедневную температуру порядка 20 градусов. Днем это теплее, до 30 поднимается, да, от солнышка. А ночью, конечно, понижается до 14 градусов. Но, тем не менее, здесь средняя суточная температура почвы намного комфортнее для корневой системы, чем почва вот в почве, собственно, для вот этих растений. Поэтому здесь корневая система работает лучше намного, эффективнее. Смотрите, лист восстановился сразу же. Почва и не остывала, собственно. Корневая система не прекращала своей эффективной работы. Крепкие листья, растения более зеленого цвета, они более крупные. Давайте посмотрим два соседних растения. Вот эти и вот сразу переносим, рядом растет, да?
Друзья, я думаю, тут безусловно все видно и без лишних слов. Итак, вот этот способ идеально подходит для получения именно ранней продукции. Массово мы когда-то выращивали таким способом, но у нас в теплицах была проблема, что сыро было. Мы не могли рано высадить в марте месяце сразу в грунт, вот так, свои огурчики, потому что было очень сыро, и поэтому мы вот в таких пакетах проводили высадку и выращивали, ну, тысячами растений. Это очень трудоемко, потому что представьте себе, вот один мешок 7 литров, и все это натаскать, расставить на рядочки, но затем после того, как убрано все, это все убрать надо было и так далее. Хлопотно, но это окупалось за счет получения ранней продукции. Давайте я покажу еще один способ. Это способ получения вообще супер ранней продукции. Мы выращиваем таким способом всего несколько ведер, 10-литровое ведро, 2 растения в ведре. Эти растения мы посадили уже, конечно, давно. И получаем с них продукцию. Самый ранний огурчик. Ну, с этих нет, это молодые еще растения. Вот молодые растения. Здесь уже скоро будет огурчик, да? Но есть у нас и растения, с которых мы сорвали сегодня. Ну вот, друзья, это старое растение. Мы уже начинали его выращивать еще в доме, когда не выходили в рассадник. Видите, сколько огурцов мы здесь уже сорвали просто. Ну, хорошо он плодоносит. Я думаю, некоторое время он еще заплодоносит. А вот это молодое, в это же ведро к нему подсадили молодое растение, вот, которое только будет начинать плодоносить. В общем, я о чем хотел сказать, друзья. Если вы хотите получать очень-очень раннюю продукцию, и у вас есть немножко места на стеллаже, на какой-нибудь возвышенности. Вот смотрите, где мы разместили. А разместили мы над трубой. Это труба отопления. Здесь идет воздух из печки. Топим печку ночью, и в ночное время воздух теплый поднимается, и вот этот стеллажик, на котором стоит наша ведерко. Так что, если вы хотите получать урожай длительное время и постепенно его обновляя, то можете применить все 3 способа. Друзья, часть огурцов, самую массовую, посадить просто в грунт, часть небольшую посадить в пакеты, которые расставить в рядочек на почве. И часть огурцов, это будет самое супер раннее у вас урожай, разместить где-то на возвышенности, несколько буквально ведер. Вот о каких способах выращивания огурцов я хотел рассказать в этом видео. Все они хорошие, все они опробованные, обкатанные, как говорится, и все хорошо выполняют свои задачи, которые мы перед ними ставим. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.